Вот эта гостиница, в которой самая ужасная из всех. Еще 2 ночи я не выдержу таких. Да, это будет говноконтент. Свой зонтик нельзя, свои стулья нельзя, палатку нельзя, велосипеды нельзя. Нас собака блеванула от соленой воды. Я никогда не видела церквушек, которые открыты по ночам. То есть сидишь в баре, потом такой думаешь, пойду-ка я помолюсь. Свой зонтик нельзя, свои стулья нельзя, палатку нельзя, велосипеды нельзя, мячики нельзя и музыку свою нельзя. Ладно, собаку нельзя, но все остальное это, конечно же. То есть только покупать эти зонтики и лежаки. Еще не знаем, сколько это будет стоить. Ну, вот в ту сторону Триест, потом Словения, Хорватия, Черногория, да, там все это тут. Юра пошел пробовать море. Нет, я не буду. Все? Попробовал? Больше не будешь? Ну, давай. Юра не выдержал. Пока он там идет, поснимаю облака красивые. Там такие облака. Он все еще идет в море. Он сейчас так дойдет до Хорватии примерно. Ну, как ощущение? Мокрая, соленая, холоднее, молотовая. Ну, понятное голландский, дело. а там немецкий. А, это голландский Там дальше пляж? британский клад. Они тут все поделили, все пляжи. Да. И там дальше швейцарский. И еще какой? Финский, эстонский. Не знаю, пойдем искать финский и эстонский пляж. Нам этот не подходит. Здесь вода не такая. Вода не такая. Вот, блин. Голландская вода какая. Здесь какая-то голландская. Не холодно? Холодно. Тепленькая. Водичка хорошая. Приветствую всех на своем канале. Для того, чтобы пояснить размер моей трагедии, я объясню. Мы ехали больше 2000 километров из Финляндии в Италию, дождавшись своего отпуска, долгожданного. Явно не для того, чтобы грустно бродить по пасмурному морю. Но так уж вышло. И, кстати, это не самое ужасное, что с нами тут произошло. Он не снимает. Снимает, я вижу. А, у них какая-то кукла. И они ее снимают. Какая-то куколка. Она прям живая у них. Пойдешь просто? Да ну, Об этом спрашиваю. вот тебе надо. Юра пошел спрашивать, что за кукла, как живая. Same antique both joint and dolls, and when I finish my work, I making a small conversation for my client. So it's bird. Where are you from? Austria, from Vienna. What about you? We are from Finland. Finland. Oh, it's a long way. Yes. Yes. Great. Okay. Ой, как. Она кукольная, это самый дизайнер. Вау. Заканчивает, она делает. Like a real human. Thank you. Really. It's my job. Вау. Смотри, какая красивая. Угу. Идем. Thank you. Thank you, Have a good bye. А вот здесь вечерние гуляния. А какая туча черная там. Разборка какая-то идет. Кто-то кому-то чего-то там это самое. Кто-то кому-то уже въехал. Кто-то кому-то что-то дал или не додал. А, ну здесь такая прогулочная. Ух ты. Ага, это вот, которая на карте круглая была, да? Вообще
тут красота. Центр греха. Центр греха. Почему центр греха? Центр города. Дом подсвечен, а за ним черные тучи. Куда ваши собаки писают и какают? Не подскажешь? О, тут газон есть. Сюда надо вести собаку. Нашли парк, где можно собачку выгулять. Это корзина для мячиков. Покажи корзину для мячиков. Намордник. Это может быть даже платный парк для собак. Потому что тут вон и бассейн для собак. Ой, ёлы-палы. Пункт приема собак. Pineta for dogs. Там вон тоже на входе что-то написано. Зачитаешься. 25 пунктов правил. Нет, птичка лапить. Почитаем, что на дверях там написано. Dog sitting, то есть они сидят с собаками. 1 час 10 евро, 6 часов 50 евро. Абонемент есть. 10 часов 100 евро. Да, а в чем отличие тогда абонемента от 1 часа за 10 евро? Сколько там 6 часов было? 50? Ну смотри. Нет, 6 часов 50 было? 6 часов 50, 9 часов 60 евро. Тогда 2 по 6 лучше брать. Ну, так какой-то странный тариф. Абонементы обычно должны быть дешевле. Так получается абонемент 10 часов 100 евро, то есть 10 евро в час. Ну тут вот есть 9 часов 60 евро, да? А здесь абонемент 10 часов 100 евро. Вообще логики никакой. Тогда... А что у них тут торно субито? Закрыты до востребования. Ну эти загончики она преодолеет на раз-два. А, там такая лесенка наверх в бассейн туда. Она может прыгать в воду. Чтобы туда прыгать в воду, а назад? Как вылавливать? Ну, то есть у них большой тут такой заборчик и вот такие загончики. Ну что этот загончик для овчарки? Она его... Да. Она его просто перешагнула. Ну, вон там есть повыше, чуть дальше, я вижу. Но это тоже... Она такой вот в Финляндии перепрыгивала зимой, когда... Вон тот самый дальний, видишь, самый высокий. Нашу Плуту невозможно в детский садик собачий сдать. Это не та собака. Я уже босая. Я большая, меня в детский садик не берут. У них загоны маленькие, да? Керра. Вот так. Нет, Нет. не надо тут брать Мячик. ничего. Ой, мячик заберу сейчас. Давай, пошли. Она сейчас... Ага, она все вместила в пасть. И мячик, и палку. Сейчас я тебе в жопе надаю. Говнюшка, блин. Ну, еще та говнюшка. И шишку сейчас еще возьмем в рот. Да я шишкой буду играть. Ты ж... Ну, хоть побегает чуть-чуть, да. Тоже она сидела вчера, тоже в комнате спала. Кто-то стул выбросил, вынес посидеть и забыл. Проюзали его в середине. Он уже все. Цветы только выкинул. Кто-то цветы выбросил. Вчера весело было народу. Хорошо погуляли, да. Тетка вызвала полицию, с 2 мужиками разбиралась. Да, полиция разбиралась с кем-то. Ну чё, южные разборки на пляже. Испорченный мячик идем выбрасывать в мусорку. Мы его разгрызли. Он уже не кондишн. Корзину. Корзину. Эй, Луна, корзину. Мячик, корзину. Сюда. Нет, вон Мимо. корзину. Давай, в корзину. Нет, опять упал. Она специально Иди делает. сюда. Ах ты хитрюга. Иди Мячик, выброси этот, иди сюда. другой получишь. Корзину. Эй, Иди в корзину выбрасывай. Иди, давай. мама здесь рядом. Иди сюда. Корзину. Луна, выбрасывай, иди в корзину. Молодец. Вот умница. Такая сразу за следующим. Держи. Мячик. Следующий мячик. Заметно. Клац, клац. Клац. Я даже заходить не буду. Нет. У меня друг винодел. У него вино литр за чашку чая. Просейка.
Да, это мне не интересно. Я хочу вот Здесь? сюда, да. Еще у них туалет тут есть, я сюда хочу. Ничего особенного. Вот наша комнатка. Здесь как бы все очень простенько. Душевая. Книжки осторожно, не порежь. Да, тут есть такое немножко. Ну, какие волны сильные. Красный флаг. Сегодня нельзя купаться. Народец так сидит, просто кушает где-то на стульчиках, просто гуляют. Как вы уже поняли, погода была совсем не плавательная и не загорательная, поэтому у нас ничего не оставалось делать, как просто шататься по городу, что-то смотреть, что-то разглядывать, что-то снимать. Ну и искали такое менее ветреное место, потому что с моря постоянно дул такой сильный ветер, что тяжело было даже сделать вдох. Поэтому мы поехали в такое место, где было поменьше ветра, ну и заодно ознакомились со всякими загадочными местами этого города. Такой переправочный. Буквально прям просто на тот берег переправляет. Вон на той стороне люди уже ждут. У него недолгий путь. Дождем дошипало. Да, от них много хвои на земле. Вон сколько дождем намело хвои. Такие будки. А почему не по дороге? Они какие-то больные. Пешеходы идут теперь по велосипедной, а они едут по пешеходной. Красивый фонтан. То есть Фонтан-шмонтан. Фонтан-шмонтан. Я думала, мы до него доедем, хотела снять, а мы до него не доехали. Сумка не мешает? Нет. Home point updated. Когда мы приехали посмотреть, как выглядит северная часть Линьяна, мы нашли очень интересное место. Здесь идет длинная велосипедная дорога вдоль всего моря. Но странно то, что от моря дорожку отделяют густые кусты, через которые море не видно. Вот. И еще было странно то, что такая красивая бухточка, сюда не задувает ветер и нет ни одного пляжа. Правда ведь странно как-то? Мочалку поймал. Сегодня у него вегетарианский обед, да. В общем, стало понятно, почему здесь нет пляжей, да? Вон там вот проходят большие трубы. И они... Почему нельзя подробности? Правда жизни. Мы проходили, когда на вот эту вот площадочку. Там проходят огромные трубы. Это огромная правда жизни, да. Туда стекает канализация. И она вытекает вот сюда. Поэтому с этой стороны островка нету пляжей. Вот. А я еще смотрела по карте, думала, интересно, такой заливчик тихий, хороший. Почему тут пляжей нет?
Все оказалось очень просто. Вся канализация этого острова вытекает в эту сторону. Вот. Чувак ловит рыбку в этих какулях. Ну, уже сразу монстр тут. Они, да, сразу с приправой будут. Здесь такая, типа, обзорная площадочка сделана гуляющих. И я еще иду, думаю, что за запах интересный. Загадочный. Как будто кто-то с перепугу обделался. Дин-дон. А он церковь бьет. 4-часовая молитва. Да. Там будет 5-часовая. Там, где мы спали, я не слышала вообще утром никакой. У нас там безбожное место. Да? Там стоит знак внимания, туда не лезть. Погрязнешь в какахах. Их там 2 идет трубы. Да, это будет говноконтент. Такой он и будет. А что, я правду показываю? Нельзя, что ли? Только хорошее все показывать. Иногда можно и говноконтент показать таким, как он есть. Поэтому вдоль этого берега только ездить на велосипедике. Очистное сооружение. Вот какие большие трубы идут. Вот. Да, на это все на это и похоже. Там такие стоят очистные эти. И вот это вот здание, скорее всего, говном этим занимается. Да. А рядом вот сразу раз и жилой домик с бассейном. Вот она, обратная сторона острова. Обратная сторона медали. Вот наш Г-отель. Слушайте, вот эта гостиница, в которой мы остановились в Линьяно, я его называла как Лигнано, но это не совсем правильно. Линьяно оно читается. Самое ужасное из всех, которые мы видели в Италии до этого момента. Значит, мы останавливались здесь в 4 местах. 2 разных места было у нас в горах. Одно место недалеко от Венеции, Мирано. И вот сейчас здесь в Линьяно. Линьяно считается пляжным курортом. Здесь Линьяно и через речку сразу Бибионе. То есть это подряд идут 2 таких курортных городочка северной Италии. И здесь пляжи, то есть здесь все под пляжи заточено. Вот. И надо сказать, что самые отвратительные апартаменты, вернее, гостиницы, это в Линьяно. У меня первый день был просто ужасный, отвратительный, и я не хотела даже этого вначале рассказывать, но надо, наверное, высказаться. Слушайте, ценовой диапазон у нас практически везде одинаковые. То есть, что в горах мы, что недалеко от Венеции мы снимали, плюс-минус около 100 евро, 100 с чем-то, да? 117. В горах там даже была какая-то скидка у нас, чуть меньше 100. И условия везде были хорошие. То есть, это такой класс не самых дешевых, но и не самых дорогих, каких-то таких супер фешенебельных 5-звездочных отелей, да? Это такой опрятные, чистые, такие хорошие места были за такую стоимость. В горах вообще было самое лучшее место, конечно, у частного владельца, там, где стояла гондола вот это, и мы спали в старинной этой средневековой церкви, переделанной под апартаменты. Там вообще было просто классно. Везде было чистенько, везде было аккуратно, и красиво, и симпатично, и никаких неприятных запахов не было. Рассказываю про Линьяно.
такого же уровня ценового, да, то есть нельзя сказать, что это там как самый худший какой-то или самый дешевый. Тут есть и дешевле, но я не представляю, что там. Вот, несмотря на то, что в такой же ценовой линейке находится эта гостиница, но, видимо, то, что это у моря, здесь больше проходимость туристов, здесь больше их. Условия, в общем, ужасные. Я первую ночь практически не спала, потому что вечером и ночью был жуткий запах из туалетной комнаты. И открытые окна и включенный кондиционер не помогали вообще. Я открыла окна, шум как бы балкон выходил на дорогу. Дорога вроде как не очень такая большая, она не очень такая активная, но шум был такой, что просто невозможно было спать. Плюс еще в эту ночь была гроза, дождь, молния сверкала всю ночь, как дискотека, знаете, прям вообще дискотека. Но я не спала даже не из-за того, что гроза. Под грозу, в принципе, я могу спать спокойно, а я не спала, потому что мне мешал жутко этот запах, который никуда не уходил. Невозможно было его выветрить как-то. И даже если двери закрываешь, все равно в комнате было ужасно, просто воняло. Я не знала уже, я там и воду сливала, и все, ничего не помогало. Бесполезно. Кроме того, эта комната была какая-то просто ужас. Я настолько была злая. Значит, унитазный бачок один раз смыл, и все. В следующий раз, если ты хочешь смыть, тебе нужно ждать полчаса, потому что он очень медленно наполнялся, сволочь. Потом душевая. В душевую зашла, поставила душик. Он, падает вниз, он не держится в своем положении. Как-то я его там закрепила куда-то. Вот. Потом в душ сходила, вода вся из душевой комнатки выливается на кафель в самой ванной комнате, в туалет. Все это течет, потому что душевая кабинка это не герметично. Ужас. Дальше, что еще там было не так? Сейчас всего не вспомню. Кондиционер. Это вообще отдельная история. Беру пульт от кондиционера, чтобы его включить, как-то настроить, потому что его когда просто тупо включили, был холодный воздух, слишком надо было его отрегулировать, чтобы не попростывали. Им невозможно пользоваться кондиционером, этим пультом управления, по той причине, что сломана крышечка, где батарейки держатся, и как только ты берешь пульт, с него выпадают все батарейки, их вставляешь обратно, они не держатся, их нужно прижимать пальцем, когда хочешь что-то нажать на пульте. Вообще такой трэш. Я ночью пыталась, мне стало холодно от кондиционера, я пыталась там что-то отрегулировать, я, беру этот пульт, и я знаю, что у него нет крышки, пытаюсь удержать эти батарейки, они все равно отскакивают. Я их там искала ночью на полу. Это ужас. Ну и что там еще было из такого впечатляющего? Из впечатляющего там еще было то, что собака легла и прислонилась спиной к стене. Прижалась к стене, вдоль стены легла. Она, встает, и у нее на спине, смотрю, такие, как у черепахи. Штукатурка от стены осталась на собаке. Она встает, у нее чешуйки такие появились. Это ужас. Внизу стены у гостиницы, внизу стен, хотя это 2-й этаж, вся штукатурка облазит, и такие разводы есть, знаете, то есть, стены сырые. И дышать нечем. То есть это, скорее всего, внутри стен плесень, не знаю. Вот. Что еще? В общем, к утру я была не выспавшаяся, злая. Я хотела идти на ресепшн и говорить, что возвращайте мне все деньги, потому что у нас было забронировано 3 ночи здесь на пляже, мы должны были отдыхать. Но я про себя подумала, что еще 2 ночи я не выдержу таких. Я была готова даже просто пойти перебронировать в какую-нибудь другую гостиницу. Но вы знаете, я даже ночью открыла интернет, Booking.com, через который я все это бронирую уже больше 10 лет. И почитала про
гостиницы соседние, отзывы. Я читаю всегда и негативные тоже. Ну, здесь очень распространена эта проблема плохого запаха из туалета, из душевой. Причем это касается как дорогих, так и дешевых гостиниц. Где-то есть, где-то нет. То есть это как повезет. Вот, то есть я читала там даже вот подороже гостиницы, которые, ну, там практически 200 евро ночь уже стоят. Да, то есть тоже в отзывах иногда находилось, что, к сожалению, нехороший запах там из вот этих из труб, которые вот прям воздух, который идет из раковины, да, он может быть с запахом, к сожалению. И от этого никуда не деться. Вот, ну, в общем, но я решила, что я попробую обратиться вначале в ресепшн, и в случае, если мы пойдем бронировать что-то другое, я хотела возврата денег, потому что, ну, смотрите, я приехала в гостиницу, за что я плачу? За то, что я отдохну, помоюсь, да, посплю. Я не отдохнула. Я помыться нормально не смогла, потому что душ практически руками над собой держала. В туалет нормально не сходить, потому что он просто тупо не смывает второй раз. Если тебе нужно 2 раза смыть, ты ждешь там целый час. Вода льется по всему туалету из душевой комнаты, там болото получилось. Окна открыть, кондиционером воспользоваться невозможно, потому что пульт поломан. И окно не открыть, потому что шум жуткий. Знаете, ночью, как начали ездить машины по этой тихой улочке, причем там ограничения по скорости, но мне кажется, тут такие местные шумахеры, что им вообще пофиг на эти ограничения, особенно ночью. У них такой движняк был. Ну, это еще просто пятница была, может быть, поэтому. Вот, короче говоря, я, получается, не поспала, не помылась, ненормально в туалет не сходить и нормально воздух не настроить в комнате. Ничего из услуг, получается, я не получила по факту. Но я, когда пришла на ресепшн, очень-очень приветливая, там, она, не знаю, вьетнамка она или филиппинка какой-то азиатской внешности девочка, по-английски хорошо говорит. Я не очень хорошо говорю по-английски, но, знаете, я, по-моему, вспомнила вообще все, чего не знала. Я ей все это выложила. Вот, она сделала вид, что «Ой, хорошо, что вы сказали, мы не знали об этом». То есть, как будто это первый раз. Ну, понятное дело, они свою работу работают. Вот, она типа все записала и сказала, что попросила дать ей 40 минут на то, чтобы они нам посмотрели, что они нам могут предложить другое. Но я ее сразу напрямую спросила, а у вас есть возможность вообще, в принципе, предложить такую комнату, в которой не будет вот этой вони? Просто, ну, я понимаю, что если это вся канализация воняет так из труб, то это будет в любой комнате тогда, если это все здание такое. Но она сказала, что да, мы посмотрим, тырым-пырым, в общем, что мы не знали, что там такая проблема, в общем, дайте мне время, у нас, типа, вся гостиница забронирована, места нету, но у нас сегодня там одна комната освобождается, я сейчас посмотрю, сможем ли мы на вас ее переоформить. Мы ушли с собакой гулять, пришли обратно, нам выделили комнату, я говорю, и прежде чем я в нее заселяться буду и переносить туда вещи, я хочу на нее посмотреть. Она нас сама провела в эту комнату. Значит, комнату начистили просто до поросячьего блеска. Всеми средствами, запахами. В той комнате так не пахло. Да? То есть тут я когда зашла, они там даже эту бумажечкой туалет запаковали. Знаете, когда туалет помыт, так сверху такую бумажечку в некоторых гостиницах кладут. Все было настолько идеально. Простыни были уже другого качества, не такие тонкие, как в той комнате, а более плотные положили какие-то. Прямо все идеально. Полотенчики были, как будто книжки лежали, так ровно выложены. Запах стоял приятных чистящих средств. Душ стоял на месте, а не висел вот так. Вот, все было более чисто, аккуратно, и запахов не было. Но окна были открыты, поэтому я так сказала, говорю, знаете, сейчас окна открыты. В принципе, там даже открытые окна не помогали. Я запахов плохих не чувствую. Но если будут, я к вам приду. Потому что я вторую ночь такую не выдержу. Вот, короче говоря, и нам поменяли комнату таким образом, что теперь вот у меня балкончик выходит в сад, и там, я не знаю, видно, не видно, там бассейн. Там вот стояночка, а в ту сторону там свой такой бассейн небольшой. Вот.
И здесь тихо. Здесь нет дороги. Дорога с той стороны. И эту ночь я спала очень хорошо, потому что мы просто... Я не люблю кондиционер, он шумный. В любом случае открыли окна, открыли балкон на верандочку на эту, и тут, в принципе, даже комары не залетают, как-то их нету. Хотя на улице они есть, но сюда нет. Но и тут есть такая шторка, которая закрывается. Вот. И я сегодня спала. Запахов плохих не было ночью, слава богу. То есть как-то с этой стороны, во-первых, тихо, во-вторых, чище вся вот эта ванная комната. Вот, я сегодня наконец-то выспалась. Совершенно другие ощущения. Потому что вчера я думала, все, я вообще ничего не хочу, я хочу отсюда уехать, мне ничего не надо. Я вообще просто хочу тупо отсюда свалить куда-нибудь. Мне так не хотелось оставаться. Тут я была такая расстроенная, такая злая. Причем, знаете, обидно даже то, что как бы гостиницы все в одном ценовом диапазоне. И я не первый год путешествую по букингу, я очень много самостоятельно всегда планирую поездки, я никогда не пользуюсь турфирмами практически. У меня большой опыт, больше 10 лет. Я сейчас точно даже не скажу, сколько лет я пользуюсь, ну, самостоятельно, как бы бронирую самолеты, бронирую апартаменты. Мне даже нравится это, да, потому что все время есть возможность увидеть что-то новое. И беру апартаменты в интересных местах, в интересных каких-то локациях, куда легко добраться. Тем более сейчас мы на машине. И я ценовой диапазон хорошо очень знаю. Он со временем немножечко цены выросли. Понятное дело, сейчас все как бы дорожает. Но я хорошо ориентируюсь. И по Европе тем более. И вот надо сказать, что та же цена в горах Италии северной, да, вот Доломиты, и там чуть дальше. Но Доломиты, кстати, чуть-чуть дороже, чем вот чуть правее. Там тоже те же горы, озера, ну, там уже цена даже немножко дешевле, хотя условия прекрасные были. Потом около Венеции, значит, с Венецией такая история, что там был у нас классный очень просто место, где мы останавливались со своим парком, старинная вилла, в которой висели, значит, вот эти вот люстры из мурановского стекла, да, там в главном здании в этом. И у них есть апартаменты там с антикварной мебелью, все это, но у нас там еще у них новый корпус, там где более современный интерьер внутри, но кушать на завтрак приходить нужно вот в этот старинный, в саму усадьбу. А у нас более новые комнаты, там все более современно, более такое модерновое, но там тоже хорошо было. Там было просто прекрасно. Вот, чисто, аккуратно, новые все эти комнаты. И цена одинаковая. Что вот в этих апартаментах, что там, ну извините, там старинная вилла, там с дизайном, там двор с таким бассейном был шикарным, все было вылизано, чисто, шикарно. Там много персонала. Вот, то есть цена одна, а условия другие. Здесь весь персонал это 2 человека. Плюс 2 уборщицы. Вот. То есть, ну, как бы не сравнить. Но в Венеции там такая история, что мы именно в Мирано, рядом с Венецией, поселились тоже по той причине, потому что в самой Венеции было бы дорого, и условия были бы хуже. О, мои возвращаются с прогулки. Ты моя зяя. Зая гуляла? На меня не... Вот, то есть там тоже, если прям в самой Венеции селиться, то есть если хочешь хорошие условия, то это будет уже на порядок дороже, чем 100 евро за ночь. А вот в районе где-то 100 евро это будут не очень хорошие условия. То есть нужно тогда чуть-чуть от города, если есть возможность селиться, вот как мы в пригороде. Там более комфортно за ту же цену. И более как бы интересные, хорошие можно найти апартаменты или гостиницы, да, то есть там тоже есть варианты. А в самой Венеции, ну, во-первых, там все тоже с плесенью. Там как бы так старые эти здания, ну, какие-то из них прошли реновацию, но это будет уже и по стоимости дороже, да.
Ну, кому-то нравится это. То, что я смотрела, нас еще очень сильно ограничивает, то, что не везде можно с собакой. Вот. А так как не везде можно с собакой, то есть сразу очень сильно ограничивается линейка выбора нашего. Вот. Поэтому тут нужно было и по стоимости смотреть, и условия, чтобы хорошие были, ну и чтобы за собаку не переживать, что ее можно туда с собой брать. Вот. Ну и чтобы еще гулять ей где было. Мы не могли поселиться в центре Венеции, там выгуливать негде. Вот. Так, пришли мои. Заканчиваю. Скорее всего, Ну, это просто старое здание. Нет, оно видно, что это весь маленько было когда-то. Ничего, великий потоп был, что ли? Так что аж до сюда было. Аж до сюда лилось на второй этаж. Ну, вот вторую комнату нам дали, другую поменяли. Теперь у нас окна в другую сторону, не на дорогу. Если нужно открывать, то не так страшно будет. Тут, конечно, пахнет сейчас все чистенько. Прям чистотой пахнет. Вот там спокойный дворик теперь, а не шумная улица. Так что если открывать придется, то не страшно. Вот. Вот такая вот экспозиция страшненькая. Страшненькая картинка. Дизайн. Вот страшненький дизайн. Господи. Это кошмар какой-то. А, вот тут маленькое зеркальце. Так, ну и проверяю ванну, туалет, потому что там именно было вонь. Ну, ничего такого суперского тут тоже нет, но, по крайней мере, вижу, что душик стоит, а не висит на 6 часов. Тут у нас запаха пока нет, но чувствуется, что прямо это... О, тут фен есть, там фена не было. Был. Там был фен? Я что-то там из-за вони ничего не видела, походу. Был из коробка. Батарейки держать не надо. Так, ну и тут даже унитаз запечатали, тоже сняли, мы проверяли тут запахи все. Запахов нет, сейчас пахнет очень хорошо, чистеньким пахнет все. Прям вот проверку сделали, прежде чем принимать вторую комнату. Конечно, они жутко извинялись, что здание не новое. Ну, блин, так и не продавайте тогда по такой цене. Как бы я считаю, что цена тогда должна быть соответствующая, раз здание старое. Правильно? Так. Там она. Бассейн вон ходит, эта девочка ухаживает, собирает листики с него. Ну, которая нас обслуживала. Ну, видишь, у них Она все делает. Две уборщицы. Да. Они... Да это ничего, она свою работу хорошо делает. Она что может уделать? Но она сказала, что это же не от нее зависит. Это владельцы должны инвестировать, а не она. Она все, что смогла, сделала. Ну, значит, заносим вещи, второй раз заселяемся в эту гостиницу. Давай, я жду. Угу. Смотрите, купили билет на собачий пляж. Стоит 30 евро. Зонтик и два лежака. То есть это собачий пляж, именно для собаками можем. И вот такой вот даже подарок какой-то дали. Я еще не знаю, что там. Там фонтанчик. Там дети играют. Такое место интересное. Ой, с собаками все. Там тоже впереди с собачками идут. Здесь везде знаки, где можно с собаками, а где нельзя. Не терпится на пляж собаки. Здесь всякие правила. Что можно, что нельзя. Так, вот тут реклама собачья. Еды, душики. Вот всякие. Типа тут всякий сервис для собак и для людёв. Пэт-шоп. Эх, как тут для собак всякие принадлежности.
Собачки. Вот хорошо бы в загончике, но загончиков свободных не было. Все было забронировано. Да. Она специальный поводок выдала нам, вот у меня в руке, которым приделывать к зонтику можно. Да, она сказала, что это специальный продуманный, которым... Сейчас она сказала, можно прийти отдельно. Сейчас пойду. Фух. Ну, прям лето. Лето-котлета. Так, я пойду тогда паспорт покажу. Пристегнули? Ну. Собаку пристегнули. Она, ага, тенек забронирован. Все, мне туда никак. Ну, распакуй, что подарили. Только подумал, мы на человеческий, когда пляж приходим, подарки не дарят. Только денег хотят. О, это что? Салфетки всякие. Это... Эй, Луна! Нифига себе ты. Сядь. Надо ее купать, без нее бежали. Да, она просто за девочкой побежала. Какого хрена бегать на собачьем пляже? Сядь. Пойдем. Это не овчарка, это лабрадор. Все, добежала. Так, пошла волны воспитывать. С собаками. Да, в воде. Да, в воде очень эффективно отряхиваться. Давай, жги еще. Вот так классно себе, да? Спасибо. Дополнительное сопротивление в воде. Дополнительное сопротивление, да, чтобы на... И поводок вытащи из этой вот так. Воду с него выли, иначе он утонет. Та-та-та-та-та-та. Ой! Ой, мячик опять убежал. Она просто от нас ушла. Не давай ей пить воду эту соленую. Ей что-то плоховато стало. Она блеванула соленую воду, походу. Собака. У нас собака блеванула от соленой воды. Не пей ее больше, нет. Пить нельзя ее. Тебе плохо от нее становится. И теперь я понимаю, почему там в упаковочке таблеточки для желудочка. Не пей воду эту. Нет. Фу. Соленая это собаки не переваривают. Им вредно как бы соленая. Она такая взяла, развернулась от нас. Что-то мне поплохело. И к берегу. Ты моя зая. Че, сплохела от соленой воды, да? Нет, я тебе не дам мяч. Нет. Ну. Как у собаки дела? Нормально. Ага, сил нет у нее уже, да? Опять, да, струи? Угу. Ну, она соленой воды нахлебалась просто. Вот и результат. Вот собаку несут зачем-то. Смотри, какой остров прям получился. Так, вода ушла сильно.
Лабрадорчик во сне дергается. Ему так сладко спится. Ножками дергает. Вариант. Это все ищет что-то. Ну, что там есть? Он лабрадорчик лежит себе в тенечке, ему ничего не надо. Тот тоже лежит под топчаном. Все собачки в тенечке лежат тихонечко. Одна эта работает. Работница! Работница! Уже выкопала полуметровую яму. Да, будет поисковая спасательная собака. Это поисковые работы идут. Здесь кого-то похоронили. Там есть миски и вода, чтобы нашу воду не тратить больше. Вот что это такое? Ландшафтные работы на пляже. Да, ландшафтный дизайнер. Да, самозанятая собака. У нее всегда есть занятия. В меня песок. Я думаю, что плавать ее больше не надо. Так вот же ж, наверное, не стоит. Не, но она и высохнет. Да просто она опять сейчас нахлебается, опять будет. Она же не может просто плавать. Она хлебает эту воду, как ненормальная. Танины, электролитный комплекс. Бентониты, это которые у нас в каникуре, по-моему, он содержится. Это когда расстройство, вот он хорошо помогает. Ну, к счастью, каникур взял с собой. А там он, волкодав, на супике плавает с хозяином. Слушай, на человеческом пляже действительно огромное количество народу. Или так кажется сбоку? Да нет, я так вставал, сколько я видел, глаз, сколько видел, там зонты все раскрыты. Зонты, да, там зонты все раскрыты, пляж полностью занят. А тут кажется, что полупустой пляжик. Так что ловите лайфхак. Если хотите отдыхать, где немного людей на пляже, идите на собачий пляж с собакой. Всего в Линьяно 3 платных пляжа, оборудованных. На одном из них есть ветеринар, кроме всех других услуг. И один написано есть пляж, который бесплатный вообще. И на него не нужно ничего. То есть, ну, как типа дикий пляж, подход к воде, свободный. И она туда. Она пить пошла. Она не дает ноги ему. Здесь можно собак помыть. Специальные такие места для мытья собак. С душиком. Ага, тут душ для человека, а тут 2 места для мытья собак, и там свои ноги можно помыть. Все продумано, а там вон Agility площадка. Я сниму, пойду чуть-чуть. Я туда не пройду. Там видно вон площадочка. Можно с собачкой немножечко позаниматься. Такая маленькая, миниатюрная. Вот туалет, кстати, берешь, у них ключи, идешь. Туалеты чище, чем на людском пляже. Потому что нет людей. Они очень широкие, эти туалеты. Там чисто. Чисто и приятно пользоваться. Честно говоря, мне на собачьем пляже больше нравится, чем на людском. Людей меньше, все чище. Обслуживание не только собак, но и людей хорошие. Свой киоск с мороженым есть. Мороженое для собак тоже есть. Всякие вкусняшки для собак продаются там в магазинчике, да. Я там не стала уже снимать. Подожди, дай попис. Из нее море теперь выходит. Из меня Адриатика выходит. Во мне много Адриатики. Подожди немножко. Мы тебя ждем. Все, легче стало? Они так идут, вообще не смотрят, куда они идут. Фу, как здесь воняет из обычного туалета. Кто-то обосрался. Да, вот. Как итальянский флаг. Да. О, такой фонтан красивый. Смотри, какой фарфоровый жираф.
Да, это 10:30. Вот так пройдись 10:30 по Хельсинки. Ну, там же все уже умерло в это время. А, центр греха. Лунтика видно? Лунтя, что видно? Compra per te, per 2 da 10-10. Va bene? Per 10. Оно выглядит как один большой хлам из ракушек, да? Ой, держи. Там серьезные товарищи пошли. Тоже девочки, кстати. Ну-ка, загляну я в этот текстильный. Тут есть что-то серьезное или тут только одни детские эти? Угу. Yeah. Yes, gray. It's very good. Mm-hmm. You like Italia? Yes, Thailand. Like spaghetti, pizza. And Spaghetti. Finland, nix. Gelato, the best. Gelato. Gelato, gelato. Sorry, my Italian not. In Finland solo fish, salmone, ton. Yes, yes. Non è 21, uno quasi 17, ne fa 75, cioè... Io quando posso io vado a volte non direi Vanya. Mm-hmm. Yeah. Ma tu, what's your name? Milena. Milena. E lui? Yuri. Yuri. Yes. Okay. And your dog? Dog Luna. 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 Yes. Luna. You are really arty. Ciao Luna. Hello. Luna. I like it. Держи. Пойди распакуй. Luna. Луна была Луна. Yeah. Thank you. Thank you. Ciao, grazie. Ciao. 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 Ciao, ciao. Класс. Правда? Так интересно. Прикольный подарок к детям. В центре Линьяна стоит церквушка. Ночью открыта. Я никогда не видела церквушек, которые открыты по ночам. То есть сидишь в баре. Потом такой думаешь, пойду-ка я помолюсь.
Очень удивительная церквушка. Там какие-то современные иконы. Играет музыка такая не совсем церковная. Знаешь, такая больше как в салонах для массажа. Такая расслабляющая, знаешь. Очень-очень тихо. Прям девочки на охоте. Даже церковь закрылась, и карусели закрылись. А мороженое все еще работает. Это как бары. Смотри, как свет прямо выключают в 12 раз, все. Баста, карапузики, кончились, а танцы. Тигун. Тоже тигун. Такой хороший тигун. Все, всем спать. Всем утром на завтрак. Нужно успеть в гостинице. Молодежь пьяная в дупель. Доигрывают в последние денежки.